Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Меня зовут Тамара, и вы на моем канале Тамара Савицкая Вязание. Друзья, я участвую в вязальном марафоне, который называется «Заберу в копилочку». Нас 14 блогеров, и мы вяжем различные узоры, показываем мастер-классы, и я показываю очередной узор. Вот этот узор, он популярным стал в последнее время, очень такой популярный в интернете. И узор называется «Клубника с веточками». Это узор для французской кофточки. Ну, многие, наверное, об этом знают. Вот это у нас веточки, левая веточка, правая веточка. В центре у нас такая вот клубничка. Вот, это вот в красном варианте. И я еще связала, очень такой маленький образец. Но на белом тоже хорошо видно, но просто он маленький, этот образец. Ну вот так, немного приблизить, сейчас посмотрим. Вот тоже этот образец, вот он. В центре такая закругленная клубника и по краям веточки. Клубника с веточками. Ну, мы с вами будем вязать вот на этой толстой такой пряже. Я думаю, здесь все-таки лучше видно. Я вот сейчас растягиваю специально. Вот вверху это веточки. Вот веточки, еще раз говорю. Внизу у нас клубника. Вот. И я, когда буду монтировать видео, я поставлю схему на экран. И сможете вязать и со мной, и по схеме самостоятельно, кто как захочет. Итак, начинаем. Вам нужно набрать 21 петлю плюс 2 кромочные, 23. И добавлю, что вот эта схема, она такая оригинальная схема. Она отличается от общих принятых схем тем, что ряды здесь наоборот. То есть первый ряд это будет изнаночный, а второй лицевой и так далее. Узор провязывается не только в лицевом ряду, но и в изнаночном. Итак, начнем. Первый ряд, 21 изнаночная петля, провязываем. Итак, второй ряд, это лицевой ряд, 7 лицевых. Две вместе вправо, развернем петли, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, две вместе влево, семь лицевых, третий изнаночный ряд, все изнаночные, 21 петля, все изнаночные, провязываем самостоятельно. Четвертый ряд, 6 лицевых, две вместе вправо, разворачиваем петли, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе влево,
накид, лицевая, две вместе влево, шесть лицевых, пятый изнаночный ряд провяжем самостоятельно 21 изнаночная. Шестой лицевой ряд, накид, 1 лицевая, 2 вместе вправо, две лицевых, 2 вместе вправо, разворачиваем петли, одна лицевая, накид, лицевая, накид, 3 петли вместе с центральной лицевой петлей, развернем петли, вот эти 3, развернем, две петли снять на правую спицу, не провязывая, последнюю петлю провязать и протянуть через 2 снятые петли. Центральная вот петля в центре. Далее накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе влево, 2 лицевых, 2 вместе влево, 1 лицевая, накид, кромочная, седьмой изнаночный ряд, 21 петля изнаночная, провязываем самостоятельно 7-й ряд. Восьмой ряд, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе вправо, развернем петельки, 2 вместе вправо, 2 лицевых, накид, 2 вместе влево, накид, 2 вместе влево, накид, 3 петли вместе с наклоном вправо, разворачиваем петли, провязываем 2 вместе, возвращаем на спицу и делаем протяжечку вот такую вправо, накид, 2 вместе вправо, развернем петли,
накид, 2 лицевых, 2 вместе влево, лицевая, накид, лицевая, кромочная. Девятый ряд. 7 изнаночных. Накид. 3 вместе изнаночные, чтобы была центральная петля, чтобы было по центру 1 петля. Итак, снимаем слева направо спицы на правую 1 петлю, 2 петлю. Затем вот так поддеваем и возвращаем на левую спицу. Так, у нас здесь накид. Далее вот так подхватываем и провязываем 3 вместе изнаночной. Так, надо подтянуть, что-то у нас тут не подтянулось как надо. Так, все хорошо, но что-то тут... О, вот сейчас я подтянула. Так, я подтянула, и сейчас все аккуратно. Далее накид, 1 изнаночная, накид, 3 петли вместе изнаночные, чтобы центральная была, чтобы 1 петля была по центру. Снимаем 1 петлю, 2 петлю, потом вот так возвращаем вот отсюда, перекручиваем их и возвращаем на левую спицу. Так, держим накид, провязываем 3 вместе изнаночной. Накид, 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 ряд. Ну, все отлично. 10 ряд. 2 лицевых, накид, лицевая, 2 вместе вправо, развернем петли, три лицевых, накид, 2 вместе влево, вот эти петли развернем, 2 вместе влево, лицевая, 2 вместе вправо, развернем петли, накид, 3 лицевых, две вместе влево, лицевая, накид, 2 лицевых, кромочная,
11 ряд, 9 изнаночных, накид, 3 петли вместе изнаночные с центральной петлей, с одной центральной петлей. Снимаем одну петлю, вторую петлю, и вот с этой стороны возвращаем, так, возвращаем их на левую спицу. Так, здесь у нас накид, и провязываем 3 вместе. Накид, 9 изнаночных, кромочная. 12 ряд вяжем. Вот что у нас получается. 12 ряд, 3 лицевых, накид, лицевая, две вместе вправо, развернем петли, девять лицевых, две вместе влево, лицевая, накид, 3 лицевых, кромочная. 13 ряд, 21 изнаночная. Провяжем самостоятельно. Итак, мы провязали 13 рядов, 14 ряд заключительный, это 21 лицевая петля. Но я провязывать не буду, я вот поднесла вам поближе, чтобы посмотреть, я так немного растяну. Вот эти края, это веточки, а это вот в центре, это клубничка. Вот такая клубничка. И вот первый раппорт, ну вот здесь пряжа у меня немножко какая-то была тоненькая. Вот, значит, вот первая клубничка, точно такая же. Вот вторая клубничка. Вот клубничка с веточками узор называется. Это узор для французской кофточки, ну, которая многим нравится, и ее вяжут активно сейчас на YouTube. Итак, друзья, большое спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Также вы можете этим узором поделиться в соцсетях. Вот. И хочу сказать, что гостям канала, если вы не подписаны на мой канал, приглашаю подписаться. Будет много интересного. И сейчас на канале очень много видео, около 140. И вы найдете для себя что-то интересное или полезное. Приглашаю подписаться. И, друзья, на этом я с вами хочу попрощаться. Еще раз
поближе к экрану поднесу вот этот узор клубника с веточками, вот как он выглядит. Итак, всего доброго, до новых встреч, пока-пока.